Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Одна из моих зрительниц, Наталья Маргуненко, попросила подборку рецептов из творога. И сегодня я покажу вам 5 блюд, которые можно приготовить из этого продукта. Сладкие, соленые, вареные, печеные – все эти рецепты очень вкусные и простые в приготовлении. Наталья, спасибо вам большое за идею и всем приятного просмотра! Сегодня мы приготовим очень вкусные и легкие в приготовлении слойки с ягодами, фруктами и творогом. Выпечка получается вкусной, разлетаются такие слойки очень быстро, а готовить их не так уж и сложно. На приготовление у вас уйдет не более 30 минут. Интересная формовка теста дает возможность приготовить слойки с бортиками по краю. Для приготовления нам понадобится готовое слоеное тесто, творог, сахар, ягоды, фрукты, желток. Творог у меня 5%, его нужно измельчить до пастообразной однородной массы. Сделать это можно с помощью сита, либо блендера. Добавляем к нему 4 столовые ложки сахара. Перемешиваем. Начинка практически готова. Осталось помыть ягоды. Персики также моем, удаляем косточки и нарезаем тонкими дольками. Тесто следует заранее достать из морозилки, чтобы оно растаяло. Рабочую поверхность припыляем мукой. Вырезаем из теста ровные квадраты. Затем делаем надрезы, как показано на видео. Складываем края, формируя лодочки. Выкладываем заготовки на противень, засланный пергаментной бумагой. Не забывайте выдерживать между ними расстояние, так как при выпечке слойки увеличатся в размере. В центр каждой лодочки я кладу чайную ложку с горкой творога. Равномерно распределяю. Сверху выкладываем ягоды, фрукты, смешиваем яичный желток с 1 столовой ложкой воды либо молока и смазываем этой смесью края наших тарталеток. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку и запекаем примерно 15-20 минут. Если тарталетки красиво подрумянились, можно вынимать. Из данного количества продуктов у меня вышло 12 слоек. Недавно я покупала такие слойки в супермаркете. Мне они очень понравились, и я решила сделать такие же дома. И у меня все получилось, причем еще вкуснее, чем в магазине. Хрустящее слоеное тесто, нежнейшая творожная начинка, сочные фрукты и ягоды – это восхитительно вкусно. Просто вкусно до неприличия.
Лепешки с сыром и зеленью – простое, вкусное и легкое в приготовлении блюдо, которое придется по вкусу всей семье. Приготовленные на воде или молоке с добавлением творога, сметаны и свежих трав. Лепешки получаются мягкими, ароматными и очень нежными на вкус, как в горячем, так и холодном виде. Лепешки станут отличным завтраком, обедом, ужином или перекусом в течение дня. Список всех ингредиентов вы найдете в описании под видео. Первым делом приготовим тесто. В отдельной миске смешиваем теплую воду, молоко, можно вместо него добавить воду, соль, перемешиваем, чтобы соль растаяла. Сюда же добавляем 1 яичный желток. Белок не выбрасывайте, добавим его в начинку. Теперь добавляем небольшую часть муки, разрыхлитель и рафинированное растительное масло. Перемешиваем. Постепенно вводим оставшуюся муку и замешиваем тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным. Имейте в виду, что мука бывает разной, и ее количество может быть немного больше или меньше. Собираем тесто в шар. Накройте пищевой пленкой и убираем в сторону на полчаса. Тем временем приготовим начинку. Мелко шинкуем зелень. Я лук не очень люблю, поэтому добавляю его совсем чуть-чуть. Если вы будете использовать много лука, белые черенки советую чуть прижарить на растительном масле. Так лепешки будут намного вкуснее. У шпината отрезаю стебли и также мелко шинкую. Пока зелень откладываем в сторону. Смешивать и солить начинку будем уже непосредственно перед формовкой лепешек, так как зелень быстро пустит сок. Тесто делим на 8 равных частей, из каждой сформируйте шарик. Накрываем пищевой пленкой, чтобы не заветрились. Возвращаемся к начинке. К нарезанной зелени добавляем творог, яичный белок, сметану, солим и хорошенько перемешиваем. Рабочую поверхность припыляем мукой. Раскатываем тесто в тонкую лепешку диаметром 20-22 см. Чтобы тесто не прилипало, посыпайте скалку и тесто мукой. На одну половину выложите 2 столовые ложки начинки, отступая от края сантиметр-1,5. Накройте начинкой второй частью лепешки. Приплюсните слегка руками, чтобы вышел воздух. Защипываем края. Нагреваем на среднем огне сковороду и обжариваем на ней лепешки примерно по 3 минуты с каждой стороны. Готовые лепешки выкладываем на тарелку и смазываем сливочным маслом. Можно нарезать на порционные кусочки. Как видите, лепешки с зеленью готовить несложно. На приготовление не требуется большого количества времени, а в составе только доступные продукты. Порадовало тонкое тесто и обилие полезной начинки. Кстати, с начинкой можно экспериментировать. Добавлять, например, не сырые, а вареные яйца. Думаю, если добавить в начинку 100 грамм твердого сыра, будет тоже вкусно. Готовим хрустящие снаружи и очень нежные внутри творожные пончики. В меру сладкие, вкусные как горячие, так и холодные. Рука так и тянется за следующим. Из небольшого набора продуктов получается большая тарелка вкусной выпечки. Этот легкий и быстрый десерт, как приготовить пончики из творога, пригодится, когда вам вдруг захочется сладкой выпечки. Такие вкусные хрустящие творожные шарики готовятся очень быстро и легко. Для приготовления нам понадобится мука, разрыхлитель, сахар, ваниль, яйца, соль, творог. В миску насыпаем 3 столовые ложки сахара. Добавляем 3 яйца, щепотку соли и немного ванили, буквально на кончике ножа.
Взбиваем миксером минуты 3-4. Сначала на маленькой скорости, затем добавляем. Масса должна посветлеть, а сахар полностью раствориться. Вот такая масса получилась в итоге. Теперь берем творог, примерно 16 столовых ложек. Жирность не имеет значения. Если он у вас с комочками, разомните вилкой. Вливаем в него яичную массу и тщательно перемешиваем. Небольшими порциями вводим муку. Добавляем разрыхлитель. Муки по рецепту необходимо 300 грамм. У меня ушло меньше, так как творог был довольно сухой. Поэтому вводим постепенно. Вымешиваем сначала в миске, затем на столе. Когда тесто будет держаться одним комком, делим его на 2 части. Раскатываем колбаску и нарезаем небольшими кусочками. Я хочу шарики небольшого размера, поэтому каждую колбаску делю на 30 кусочков. В итоге у меня получится 60 шариков. Можно поделить на 40 шариков, тогда они будут покрупнее. Учитывайте, что во время жарки шарики немного увеличиваются в размере. Берем по одному кусочку и формируем шарик. В муку макать не нужно, так шарики получаются ровнее. Готовится не очень быстро, поэтому важно перед жаркой сформировать все шарики, а затем уже их обжаривать. В сотейник наливаю рафинированное масло где-то на 2 пальца и нагреваю на среднем огне. Когда масло нагреется, опускаем в него пончики. Предварительно еще раз покатайте их руками. Обжариваем небольшими порциями, периодически помешиваем, хотя в процессе жарки некоторые шарики сами переворачиваются, но я все равно перемешиваю. Обжариваем до румяного цвета. Готовые шарики выложите на тарелку, застанную бумажным полотенцем, либо салфетками, чтобы ушло все лишнее масло. Готовые пончики выкладываем на блюдо и присыпаем сахарной пудрой. Пончики получились в меру сладкие, очень ароматные, с твердой корочкой и мягкой серединкой. Когда кушаешь, чувствуется легкий вкус творога и попадаются даже маленькие крупинки. Несмотря на то, что готовились в масле, получились совершенно не жирными. В этом рецепте вы узнаете не только, как приготовить мягкое тесто и начинку для вареников, но и как красиво закрепить края. Рецепт теста настолько удачен, ни один вареник не разварится, а работать с ним одно удовольствие. Начнем из приготовления теста. Для приготовления нам понадобится крутой кипяток, соль, сливочное масло, 1 яйцо и мука. В миску просеиваем 340 грамм муки, это примерно 17 столовых ложек без горки. Делаем небольшое углубление, солим, выливаем растопленное сливочное масло, 1 яйцо и хорошенько перемешиваем. Масло должно быть теплым, не горячим, иначе белок в яйце свернется. Можно масло достать заранее из холодильника, чтобы оно было просто мягким. Я не успела этого сделать, поэтому разогрела с помощью микроволновой печи. Теперь понадобится кипяток, 100 мл. Вода только закипела. Вливаем в тесто и сразу же вымешиваем ложкой, пока тесто горячее. Далее замешиваем руками. Для удобства переносим на рабочую поверхность. Мука у всех разная, поэтому может понадобиться больше или меньше. Тесто очень мягкое, удобное и быстро замешивается. Накрываем пищевой пленкой и убираем в сторону на 15 минут.
Тем временем подготовим начинку. У меня сегодня творожная. Нам понадобится творог, сахар, соль, яичный желток. Отделяем желток от белка. Творог хорошо разомните вилкой, чтобы не было комочков. Добавляем 1 желток, 1,5 столовые ложки сахара, можно больше, щепотку соли и можно еще добавить немного ванили для запаха. Тщательно перемешиваем. Начинку можно сделать и соленую, в таком случае просто посолите по вкусу творог и не добавляйте сахар. Начинка готова, теперь начнем лепить вареники. Тесто еще раз хорошенько разминаем и делим на 2 равные части. Одну часть убираем под пленку, чтобы оно не заветрилось, вторую часть немного округляем. Подпыляю рабочую поверхность мукой и раскатываю тесто в тонкий пласт. Его толщина должна быть примерно 1,5-2 мм. Учитывайте еще, что каждую лепешку вы растянете пальцами, и она станет еще тоньше. Вырезаем стаканчиком ровные кружочки. Лишнее тесто убираем, из него мы также будем лепить вареники. Берем по одному кружочку, выкладываю 1 чайную ложку начинки и защипываю край. Можно так и оставить, а можно сделать красивый край косичку. Делается это очень просто, а выглядит такой вареник более аппетитно. Главное правило: перед тем, как заворачивать тесто, хорошенько его прижать пальцами, чтобы оно было длиннее. Тогда косичка будет четкой и ровной. Показываю еще раз. Выкладываем готовые вареники на доску, припыленную мукой. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 42 вареника. Конечно же, количество ингредиентов можно умножить. Часть вареников я отправлю на заморозку. Для этого перекладываю их на доску поменьше и ставлю в морозильную камеру до полной заморозки. Затем достаю и перекладываю в пакетик либо пищевой контейнер. Теперь покажу вам, как я готовлю вареники и как ведет себя тесто при варке. Чтобы вареники и пельмени не слипались и не прилипали к дну, нужно варить их в большом количестве воды. Солим ее. Когда вода закипит, делаем воронку и опускаем по одному варенику. Перемешиваем. Когда вареники закипят, уменьшаем огонь и варим до готовности, периодически аккуратно их помешивая. Как видите, во время варки вареники прекрасно сохраняют форму. Не развариваются, начинка не вытекает. Тесто просто превосходное в работе. Очень люблю из него готовить вареники и пельмени. Варим около 3 минут. Начинка в варениках уже готова. Тесто тоненькое, так что приготовятся они быстро. Выкладываем готовые вареники в тарелку, смазываем сливочным маслом и подаем к столу. Давайте посмотрим в разрезе. Тесто тоненькое, очень нежное, даже в том месте, где косичка. Очень вкусно подавать такие вареники со сметаной. На мой канал. Сегодня хочу поделиться с вами вкуснейшим десертом на творожной основе с вишней. Готовится он из простых доступных продуктов. Выглядит очень нарядно, празднично, а на вкус просто изумительно. Для приготовления нам понадобится вишня, творог, сахар,
йогурт без добавок, овсяное печенье, сливочное масло, крахмал. Первым делом приготовим вишневую прослойку, так как ей нужно остыть. В сотейник кладем 1,5 стакана вишен без косточек. Насыпаем 2 столовые ложки сахара, выливаем 100 мл воды и добавляем крахмал. Все перемешиваем и ставим на огонь. Варим смесь на среднем огне, постоянно перемешивая. Как только все закипит, варим еще примерно 1 минуту и снимаем с огня. Даем полностью остыть. 150 грамм овсяного печенья ломаем и измельчаем в мелкую крошку с помощью блендера. Получившуюся крошку пересыпаем в миску и добавляем 30 грамм мягкого сливочного масла. Все перемешиваем до однородности. В отдельную миску кладем творог, добавляем йогурт без добавок. Сюда же насыпаем 2 столовые ложки сахара. Измельчаем погружным блендером до однородности. Формируем десерт. В стаканы насыпаем приготовленную крошку из печенья. Каждый стакан заполняем примерно на треть. Следующим слоем наливаем измельченный творог с йогуртом. Сверху выкладываем приготовленный вишневый конфитюр. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 5 стаканов десерта. 1 стакан на 250 мл. Десерт готов, можно подавать на стол, а можно отправить его в холодильник и дать чуть настояться. Он просто потрясающий на вкус. Нежный, в меру сладкий, в нем прекрасно сочетается приятная кислинка вишни, нежный творожный слой и овсяная крошка из печенья. Обязательно попробуйте. Усилий по приготовлению десерта минимум, а результат на максимум. Такой десерт можно смело подавать даже самым званым гостям. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля, всем приятного аппетита!